Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я Екатерина Бароди, создатель и ведущая этого канала. Я прожила сегодня 98-й день после ухода из этой жизни моего младшего сына Ивана, Вани. И сегодня я в очередной раз, но немножко по-другому поняла, что иногда слова незнакомого человека действуют намного более благотворно, чем слова близких, слова знакомых, слова друзей и слова утешения. Но давайте по порядку, потому что так будет как бы логичнее, потому что все-таки это дневник. После того, как я записала вчерашнее видео, мне на самом деле было жутко плохо. Почему? Потому что я одновременно записала видео на втором канале. Вы знаете, что я веду второй канал, который называется «Когда болен близкий. Дневник мамы». И там я описываю, как происходила болезнь Вани, какие там у нас происходили события, госпитализации, общение с врачами и так далее и тому подобное. И там я даю конкретные рекомендации для людей, у которых болеют близкие. Кстати, все время меня YouTube пилит, говоря о том, что я должна сначала говорить, что, ребята, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Я вообще это не очень люблю делать, но учитывая, что это не коммерческий канал, и ваши лайки и подписки помогут другим людям увидеть этот канал и, может быть, обрести помощь, я все-таки хотела бы пойти против своих принципов, просить вас подписаться и поставить лайк вот этому видео конкретно. Итак, я стала говорить про второй канал и тут же вспомнила, да, про эти лайки. Забываю, по-моему, ни в одном видео еще не умудрилась не сказать. И вот там этот канал дается мне, как выяснилось, вот второй канал, дается мне намного тяжелее, чем этот. Потому что здесь я рассказываю о своих переживаниях. То есть я их все равно переживаю, я, да, их облекаю в слова, иногда это делает мне, доставляет мне некоторую боль, иногда, наоборот, утешает. Но как бы серьезных изменений в своем состоянии после записи вот на этом канале я не чувствую. А там совершенно другая история. Там я вспоминаю о том, как все было, когда Ваня еще был с нами. И я погружаюсь в те события, которые происходили. Вот я записала видео сейчас о первой госпитализации Вани, ну, уже серьезной госпитализации в обычной больнице в Венгрии. И вы знаете, меня так отбросило назад, вот в этот ужас, в тот страх, ту безнадежность, то отчаяние, в котором я тогда пребывала, и жалость к нему, и вот это ощущение, что он тогда был совсем рядом, мы ничего не смогли сделать, что я просто, записав видео, я прорыдала всю ночь, я заснула в 9 часов утра. И вот это показывает, насколько вот эта вот броня, которую ты себе наращиваешь, ты своими обращениями к Ване, молитвой, верой, она вроде бы возникает, эта броня, но она настолько легко с тебя сползает. Вот это, знаете, какой-то вот раз, какой-то импульс, и ты просто вот в хлам. И утром я проснулась, естественно, с головной болью, это понятное дело, но потом был очень такой светлый момент, совсем другой опыт. Да, кстати, еще я хотела сказать, что вот очень важное чувство, которое я вынесла после вчерашней записи, что я в очередной раз уверилась, что я просто, знаете, такое ощущение, что я не переношу врачей, я не могу просто о них думать даже. И мне даже страшно подумать о том, что мне нужно будет когда-то пойти к какому-либо врачу. И это связано совсем не с тем, что я врачей не уважаю. У меня есть как минимум, вот я посчитала 5 человек, врачей, которые очень помогали. Среди них был тот врач, который сделал Ване операцию, тот врач, который Ване помогал в Венгрии, когда нас практически бросили без помощи. Мои знакомые, которые помогали, чем могли, это тоже были врачи. Но было очень много врачей, которые отметились в моей жизни, в нашей жизни своей абсолютной непрофессиональностью, бестактностью, холодностью, отсутствием сочувствия.
И вот я просто поняла, что я с содроганием, вот настолько с содроганием вообще, как только у меня кто-то в семье начинает говорить, бабушка, мама моя начинает говорить, я посмотрела видео, мне там врач сказал, говорю, мама, даже не упоминай. У меня такое ощущение, что как только говорят слово врач, у меня в кармане нож открывается. То есть я понимаю, что это абсолютно неправильно, я с собой очень сильно борюсь. Но я ничего пока с этим не могу поделать, потому что столько боли мне принесла именно медицина, именно врачи, которые лечили Ваню и не лечили Ваню. То есть, что я очень, я прошу прощения у тех, кто, если меня смотрят врачи, это ни в коем случае не против вас. Это просто опыт, который сейчас вот... Я уверена, что очень много есть хороших врачей, которые не говорят плохих вещей больным, вернее, говорят, но очень аккуратно, тактично. Люди, которые не доставляют боли, которые действительно приносят какое-то утешение и помощь. Но я просто вот, наверное, очень глубоко травмирована вот этой ситуацией, и у меня такое ощущение, что сейчас я помирать буду, к врачу не пойду. Вот, честно вам сказать, и очень близкое, кстати, отношение у моего мужа, потому что мы, конечно, насмотрелись очень здорово. Но вот после такого тяжелого момента у нас был очень потом светлый момент, потому что мы всей семьей пошли встречаться с моим одноклассником, который живет в Брюсселе. И мы заранее ни о чем не договаривались. Я не знала, в отпуске он нет. Ну, в общем, застала его, он с радостью нас принял. Сказал, ребята, приходите все вместе с собакой. И мы были там где-то 3-3,5 часа. Это была совершенно замечательная встреча, потому что мне очень повезло, у меня был очень хороший класс, мы до сих пор общаемся со многими одноклассниками, у нас чат в WhatsApp, и кто-то живет за границей, кто-то живет в России, и ребята очень все хорошие, очень интеллигентные, умные, замечательные люди просто. И у нас есть, конечно, общие воспоминания, потом мы действительно очень давно не виделись вот с этим моим одноклассником, и мы с ним, я знаю его жену тоже, ну, это очень такие, то есть мы все друг друга знаем уже по 100 лет, сами понимаете, да, сколько мне лет, и когда я школу закончила. И мы там обо всем говорили, о работе, о животных, и о детях, и там обо всем. И я не знаю, знают ли они про Ваню. Я вообще в чате класса писала, что я в Германии живу, и я лечу сына. И у меня такое подозрение, что он, наверное, все-таки знает или догадывается. Но я вела себя так, как будто ничего нет. И он не задавал никаких вопросов и не бросал на меня сочувственных взглядов. И вы знаете, я поняла, что это очень здорово. То есть я в течение этих 3 часов была просто одноклассницей. Я была просто женщиной, которая пришла встретиться со своими старыми знакомыми. И это не значит, что я на эти 3 часа забыла Ваню. Я его никогда не забываю. Но, знаете, мне кажется, очень важно, когда мы оказываемся где-то, где мы выходим из роли скорбящего родителя, из роли родителя, потерявшего ребенка. Это как будто бы, знаете, такой короткий выход в свет, в забвение, в отсутствие боли. Вот я, собственно, поэтому так и назвала этот выпуск, что 3 часа без боли, потому что я действительно это так ощущала. Вот мы провели эти 3 часа, и мне было так здорово, мне было так легко. Вот просто легко, как будто ничего не произошло. Естественно, когда мы ушли, все вернулось. И мало того, вообще такая абсурдная ситуация, что мы вернулись в гостиницу, и нам нужно было пойти гулять с Джеком. И я, входя в гостиницу, мне там нужно было положить что-то в комнате. Я, проходя в гостиницу, когда я проходила в гостиницу, со мной заговорил портье. Ну, или как рецепционист, портье, я не знаю, как называется правильная должность. Они очень все здесь интеллигентные, очень приятные, такие крайне вежливые, причем, знаете, не вот с таким ощущением, что вот подлизываются, а вот именно какое-то внутренняя благородная вежливость такая. И он мне спрашивает, ну что вам удалось посмотреть в Брюсселе? Я говорю, ничего.
И он так на меня посмотрел, он не задал вопроса, но я сказала: вы знаете, 3 месяца назад мы потеряли младшего сына, поэтому, ну, во-первых, очень жарко, а во-вторых, я просто не в том состоянии, чтобы ходить и смотреть достопримечательности. Я не знаю, почему я это сказала. Вот только что я вам рассказываю о том, как собственному однокласснику я ничего не сказала. А тут я незнакомому человеку вот так налегке, так легко, на изи, как говорит молодежь, сказала, что с нами случилось. И вы знаете, меня настолько поразила его реакция, он не стал ахать, он не стал охать, он не стал задавать вопросы, от чего и почему, не стал говорить мне: я приношу вам соболезнования, я вам сочувствую и так далее, не могу себе представить, что вы переживаете. Вот ничего такого не было. Он на меня просто так посмотрел и сказал: вы знаете, плюньте на все достопримечательности, вам сейчас нужен просто покой, отдых и тишина. И вот как-то в этих словах, знаете, было это и сочувствие, и в то же самое время настолько, вот настолько мне была легче вот эта реакция, чем любая реакция с утешениями, что я даже просто не знаю, почему. Я не могу обосновать, почему. И вот именно это свое открытие я вынесла в начало. То есть, когда получается, что вот вокруг меня куча людей, которые пытаются меня утешить, которые пытаются сказать, я не знаю, держись, мы с тобой, мы тебе поможем. И это очень хорошо, это ни в коем случае я не имею в виду, что это плохо. Но почему-то вот именно эта его реакция сегодня, она была как бальзам на сердце. И она была продолжением вот этих 3 часов, когда я играла роль человека, в семье которого нет горя, в котором в семье все хорошо. В общем, эти слова, они стали мне дороги. Наверное, они войдут в такую копилку, знаете, моей жизни, которая... Потому что иногда получается, что человеку не нужны советы, не нужны объяснения, не нужны поиски смысла, а просто кто-то, чтобы увидел тебя, увидел твою боль и просто принял это к сведению. И потом я пришла и подумала, что, боже мой, о чем я буду записывать выпуск. В общем, ничего не произошло, и про Ваньку-то я особо не то чтобы не думала, но ничего умного нет. И опять у меня такое ощущение, что как будто бы Божий промысел у меня периодически через Facebook работает и через знакомых. Вот одна из моих знакомых послала мне пост женщины, которая потеряла дочь в возрасте 12 лет. Это, правда, случилось уже 17 лет назад, дочери сегодня исполнилось бы 29. И у нее был такой, ну, не пост, а рилс записан, короткое видео, когда она говорила: слушайте, вот вы все, у кого есть потери в семье, кто-то ушел, родитель, муж, жена, ребенок, разговаривайте с ними. Разговаривайте с ними, потому что я точно знаю, что они вас слышат. В любой момент, когда вы в ванной умываетесь, когда сидите на унитазе, извините, как она сказала, когда едете в машине, разговаривайте с ними, рассказывайте о том, что вы чувствуете, о том, что с вами происходит, потому что они ваши ангелы. Они слышат вас, они вас любят, они вас защищают. Плюньте на общественное мнение. Не думайте о том, что вас сочтут сумасшедшими. Вы это делаете для себя. И если вам от этого становится легче, это здорово. И знаете, у меня такое было ощущение, что вот опять это звучало для меня, потому что это ровно то, что я делаю. Я каждый день с Ваней, вот я недаром хожу везде с этой фотографией, вот она же у меня в нормальной ситуации в спальне лежит, и я специально для записи беру его с собой, потому что я таким образом ощущаю, что Ваня со мной, что я то, что рассказываю вам, я рассказываю для него тоже. И я с ним все время разговариваю, я его целую, эту фотографию, представляя, что это он. Это, конечно, не замена, это не то, но это действительно вот ощущение, что он меня видит и слышит, оно дает мне облегчение. Я думаю, боже мой, как хорошо, что я не одна, что, оказывается, есть другие такие люди. И у меня возникло очень большое желание эту женщину пригласить на канал. Я не знаю, как она к этому отнесется. Я ее не знаю. Я ничего о ней раньше не слышала. Но я знаю, что она живет в Венгрии. Венгрия страна небольшая. И я думаю, что... Я очень надеюсь на то, что она откликнется. Потому что, мне кажется, ее опыт тоже может помочь. Ведь не только я нахожусь в этой ситуации. И мы все уникальны. У нас всех уникальные мысли. И поэтому вполне может быть, что этот человек может вам сказать что-то такое, что утешит лично вас. Вот, и
И еще потому что, наверное, никто не способен понять родителей, потерявших детей, кроме вот других родителей, которые потеряли детей. Поэтому легче, когда когда не только я, когда еще какой-то человек, который переживший подобное горе, скажет о своем опыте. И на этом, пожалуй, все. Больше ничего не происходило. Вот просто вот я хотела бы обратить внимание еще ваше на вот этот вот опыт, что далеко не всегда размер события определяет станет ли тебе легче. Иногда какое-то очень важное мероприятие, которое для тебя сделано, оно не дает такого облегчения, вот как какие-то мимолетные слова или прочтение какого-то мимолетного поста вот в Фейсбуке, как в данном случае получается, как типа Божий промысел, мироздание мне посылает вот таким образом утешение. Вот, я заканчиваю. Я желаю вам всем замечать, когда к вам приходит утешение какими-то разными путями. Они могут прийти через людей, через книги, через журналы, через Facebook, через любой там какой-то онлайн-источник. И пользоваться этими утешениями, потому что, как я всегда говорю и пишу, когда мне пишут в комментариях, вот сегодня написала одна женщина, которая говорит, я не знаю, как жить, потому что у меня был единственный ребенок, и я его потеряла, тоже в возрасте 20 лет. И вы знаете, я с ужасом поняла, что я просто не знаю, что ответить этой женщине, потому что у меня-то остался сын, а у нее нет, и я не представляю себе, как найти смысл жизни, хотя я все равно думаю, что раз мы остались жить, значит, в этом есть смысл. Значит, нам нужно этот смысл найти. Найти кого-то, кто нуждается в помощи. Найти, может быть, завтра, послезавтра, через год произойдет та встреча, которая нам предназначена и которая, ради которой мы живем. Вот мы этого не знаем, и пытаться как-то вот найти в этом, что ли, утешение, что раз... Ну и в том, понятно, что это я говорю про себя, вот я такое нахожу утешение, естественно, чем я могу делиться, только этим. Я не могу почувствовать себя в шкуре человека, у которого вообще не осталось больше детей. Хотя мне, вот, честно говоря, кажется, знаете, что когда теряешь ребенка, это такой момент, что по-любому у тебя вся душа разрывается. Тем более, если вот у Саши, у меня, например, он уже взрослый, и я ему уже не в том случае, не в том объеме нужна. То есть он уже женат, он живет отдельно. Да, мы периодически встречаемся, но это не то же самое, когда у тебя маленький ребенок, и ты чувствуешь, что ты можешь ему постоянно... Да, я понимаю, что я ему нужна, но у меня нет ощущения, что у меня горе по Ване, оно меньше. Хотя, безусловно, я считаю, что если бы не было Саши, конечно, было бы тяжелее. Вот, так что, дорогие мои, я вам желаю находить утешение, находить свет, держать хвост пистолетом, насколько это возможно. Давайте себе представлять, что мы держимся за руки, и наши хвосты держим пистолетом. Всего вам хорошего, хорошего утра, хорошего дня, спокойной ночи. Пока, мои хорошие.